Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк, и сегодня мы поговорим о клипе Demons с авторством Реаниматора. Разберем сюжет, способности Херобрина, а также немного затронем род Кристофер. Итак, не будем тянуть, ну и мы начинаем. Ну, во-первых, хочется начать с того, что этот клип должен был выйти еще 6 лет назад, но задержался на годы и потерпел множество изменений. Начиная с дизайна главных героев, заканчивая сюжетом, локациями. Алекс превратилась в Беллу, Ванесса перестала быть мамой для Абигейл и стала ее тетей, ну и так далее. А еще теперь у Херобрина нет особняка. Хотя, учитывая белые пятна в таймлайне, это может быть исправлено в дальнейшем. Нынешняя вариация клипа происходит примерно за 14 лет до событий основного сериала. В нем появляется новая фракция — Вичбейн, она же охотники на ведьм. Или просто кретины. Не, я все понимаю, средневековый сеттинг, даже странно, что до этого в сериале не было подобных охотников, но как бы так помягче выразиться. Одно дело инквизиция реального мира, в котором вроде бы нет магии. Совсем другое — инквизитории в мире, чуть ли не полностью основанном на магии. Это немного разные уровни шизы. Их лидерами является Варет и ее парень Энки Аякс. И к ним у меня есть пару вопросов. Во-первых, Ты что, дурак? вы чё, в край ебанулись охотиться на ведьм со своими палками? Вам же нормальные маги ответить знатных звезделей. И это не теория, это проверенный факт. И ладно, я бы понял, если бы вы охотились на них с оружием, сделанным из материала, который может поглощать и подавлять магию. Я тогда бы понял, почему они возомнили себя такими могущественными. И это бы объяснило, зачем грейвхолдсы копают шахты и добывают ресурсы. Все для охоты на ведьм. Но нет, у них обычное древковое и железное оружие. Ну, во всяком случае, когда я предлагал авторам канонизировать подобный материал и оружие из него, эта идея была проигнорирована. Поэтому я и делаю такой вывод. Теперь идем к Варет. Скорее всего, у нее была какая-то детская травма. Например, какое-нибудь существо по типу дракона-человека, маг по типу Ланса или лорд-нежити по типу Азалии убил ее родителей. И на этом фоне она чокнулась и с тех пор решила мстить всем магическим существам, их истреблять, и даже настроила против них жителей местного города. Возможно, даже самолично приволокла какую-нибудь слабую ведьму и казнила ее на глазах у толпы, чтобы показать пример того, как обычный человек может одолеть колдуна. А они ей и поверили. Да, такое бывает. Хороший оратор может вдохновить так, что и ни о чем другом слушатель может и не задуматься. Вот даже Патрик повелся на ее россказни и присоединился к Вичбейну. А ведь он не настолько глуп, хотя все еще мал и неопытен. Ему сейчас примерно столько же, сколько и Лирии на момент нынешней войны, то есть около 16 лет. Да, пропаганда делает свое дело. Ну, благо в будущем он все осознает, поймет, что был неправ, и даже начнет работать рука об руку с магами. Спасибо за это передаем Херобрину и его молниеносной атаке. Как говорится, шрамы учат и иногда помогают выбить дурь из головы. Жаль только, что Варет уже это не поможет. Или же... А впрочем, вернемся к этому позже. К слову, события происходят в городке под названием Грейвхолд. Он располагается на болотах... А, нет, стоп, теперь он располагается в пустошах нежити. Да, это место, куда Кейн и Сиара ездили за кристаллом. Почему дислокация города изменилась? Ну, очевидно, это сделано, чтобы закрыть глаза на проблему с тем, что по всем законам логики Грейвхолд должен был быть уничтожен уже давно, поскольку на болотах также живет и Ланс, который по совместительству является магом, и которому вряд ли бы понравилось жить по соседству с теми, кто охотится на магов и ведьм, и который, по моим идеям, должен был присутствовать в клипе хотя бы в роли камео. Но его здесь нет, видимо, не заслужил. Но черт меня побери. Нет, уйди. Теперь все выглядит так, будто бы Ванесса и Абигейл бегали от врагов кругами на протяжении суток. Ну или это я фиговый географ, и по запустоши нежити просто отведена настолько обширная территория, которую невозможно пересечь за сутки верхом на бегущем коне. Или же событие побега происходит в ту же ночь, когда вичбейновцы казнили Беллу. Просто это криво показано. Ну если так, то монтажер передайте вот это, а тому, кто решил прописать вичбейновцам дополнительную мотивацию для казни Беллы, отдельный респект. В таком случае ее казнили не только из-за того, что она была женой мага, но и из-за того, что ее сестра умеет колдовать. И раз это пустоши нежити, Варет, получается, могла наткнуться в детстве на Пилладжера, который бы, как и Клаус, владел магией. Быть может, даже на его учителя. Довольно занятная теория, но я забегаю вперед. В общем, судя по клипу, вичбейновцы загнали какую-то ведьму в угол, поймали ее и решили сжечь на костре, на потеху толпе. Сама ведьма по одеянию чем-то напоминает
магов из Ковина Мистического леса. Хотя, учитывая, что во вселенной Fractures любой человек, который имеет доступ к книгам и заклинаниям, может использовать магию, не думаю, что эта ведьма как-то с ним связана. В конце концов, Ковен находится слишком далеко. Да и Варет не должна быть настолько глупа, чтобы провоцировать тех, кто там обитает. Инферниус был родом из Ковена и снес его подчистую. Представляете, что будет, если несколько магов такого уровня придут в Грейвхолд? Ну, скажем так, все закончится намного быстрее, чем то, как это произошло при визите Херобрина. Да и не факт, что Ковен на этот момент уже существовал. Хотя, по идее, должен был. Не суть. А суть в том, что большинство грейвхолдцев долбаные пироманьяки. И в целом их не особо жалко. С другой стороны, члены Вичбейна — инициаторы данного шоу. Хотя и являются основной армией Грейвхолда. Но, как показывает опыт, искренне верят идеалам Варет и встают горой за гражданское население, когда тому угрожает опасность. Они убегают, сверкая пятками. Да, не ожидал, что я буду их хоть за что-то хвалить. Преданность и верность против здравого смысла. Одним из немногих нормальных людей здесь является Стив, сочувствующий данной ведьме. И те жители, которые не были замечены на параде линчевания. И да, основным именем Херобрина является Стив, а не Брайан, увы. А ну и понятно, что он сочувствует ведьме, ведь в каком-то роде он и сам является колдуном. Поскольку с юности был наделен молниеносным проклятием. Откуда оно взялось, я без понятия. Авторы сериала тоже. Я спрашивал, ответ никто не дал. Оно просто есть и все. Ходили слухи, что его сила как-то связана с Эндом, но конкретики нам не дали. И опять же, сюда бы великолепно вписалась теория использования материала, поглощающего магию. Представьте, в пещерах под Грейвхолдом мог бы добываться металл, который веками накапливал в себе окружающую природную магию. И в один день, во время добычи руды, один из шахтеров случайно разбил несколько самых древних осколков и был проклят, поглотив в себя всю накопившуюся магию. И это было бы шикарным объяснением, учитывая, что Стив точно не родился с этой способностью, а приобрел ее с возрастом. И также является шахтером. А фреска, висящая в соборе Грейвхолда, которая выглядит точь-в-точь как лицо Херобрина, будто бы подтверждает, что он является отдельной личностью. Видимо, проклятие терзало местных уже не одно десятилетие. А учитывая, что Стив в состоянии Херобрина выглядит и ведет себя так, как бы не вел при обычных обстоятельствах, можно сделать вывод, что Херобрин — это отдельная личность, которая может быть только в единственном экземпляре. В конце концов, она же не передалась Абигейл по наследству. На это указывает и тот факт, что даже его дочь Абигейл сумела научиться контролировать свою врожденную силу, очевидно передавшуюся от проклятия, а сам Стив не смог этого добиться. При этом Абигейл явно уделяла магическим тренировкам незначительную часть своей жизни, в то время как Стив был проклят уже порядка 5 лет, ведь именно столько лет было Абигейл на момент событий данного клипа. А раз проклятие Стива было приобретенным, то и брало над носителем вверх намного быстрее. И все это время Стив ничего не мог с этим поделать. Но проблема и в том, что он не поделился своей болью с теми, кто его любил. То ли из-за того, что не хотел подвергать близких опасности, ведь если кто-то узнает о его способностях и доложит о них охотникам, вся семья будет в опасности. Ну или он просто боялся, что семья от него отречется из-за владения магией. Ах, сама наивность. И вот вопрос. Раз Стив осознал, что оставаться в Грейвхолде опасно, то почему же он не забрал семью и не переехал с ней в другое место? Ну, думаю, тут все просто. Во-первых, переезд — вещь недешевая. Нужно много денег, новый дом, место для добычи продуктов, одежды, оружия, кони с повозкой. Ребенок же не поедет пешком в другой регион. Ну и так далее. Скорее всего, именно поэтому Стив и занимался добычей золота, чтобы поскорее переехать. Но даже если бы его не ограбили, и Стив бы накопил на переезд, все это еще как-то надо объяснить семье, которая не будет знать истинной причины переезда, может заподозрить что-то неладное и опять же отречься от Стива. Поэтому идея здравая, но выполнить ее трудно. Особенно с нынешним уровнем преступности в Грейвхолде. Теперь стоит поговорить и о других членах его семьи. Женой Стива является Белла Кристофер. Ее дизайн, учитывая сочетание формы и цвета, основан на смеси персонажа Алекс из Майнкрафта и ее старшей сестры Ванессы. По факту, они близнецы, но Белла родилась на несколько минут позже. Как и Ванесса, она наполовину Незеркин, а наполовину человек. Также было подтверждено, что их отцом был какой-то Незеркин из знатного рода Незера, а матерью неизвестная девушка из людского рода Оверворлда. Другими словами, Абигейл и ее родня не из королевского рода. Но как же так вышло, что она является законной принцессой трона Незера? Ща объясню. Давным-давно, возможно даже больше 4 веков назад, Незер был разделен на множество раздельных племен. Но вот устав от раздоров между племенами,
племенами, в большую политику вступил Глутон и, объединив большинство племен, основал фракцию Орды Незера и окружил себя представителями знатных родов из разных племен. Скорчем от Блейзов, Наеусом от Визеров, ну и так далее. Дед Абигейл также был в рядах знатного рода Незеркинов и входил в подобие совета Орды Незера за счет того, что владел Верховной Звездой Незера. Вскоре, при неизвестных обстоятельствах, возможно в эпоху междоусобиц лордов нежити, подобных Азалии, он познакомился с девушкой из Оверворлда, влюбился и завел семью. Спустя некоторое время у него с избранницей родились близняшки Ванесса и Белла. Скорее всего, дед с бабкой Абигейл померли, Ванесса осталась в роли его преемницы, забрала Верховную Звезду, а Белла пошла по стопам матери, вернулась в Оверворлд и там завела семью. Ну а потом, исходя из концовки клипа Demons, Ванесса вынуждена увезла свою племянницу в Незер, скорее всего там рассказала Абигейл о ее истинном происхождении, какое-то время тренировала, познакомила с советом знатных особ, где бы ее заприметил Наеус, а также с королем Глутоном. А тот, увидев в девушке большой потенциал, решил назначить ее своей будущей преемницей. Поэтому Абигейл и является законной наследницей. При этом такое решение могло не понравиться некоторым знатным особам, и чтобы уберечь наследницу от покушений, Ванесса могла бы тайком перевести ее в снежные биомы, в Глейшерфорд, где бы воины Пламенного Королевства не смогли бы ее отыскать. А уже там Абигейл познакомилась с Рейном, влюбилась и решила отказаться от трона в пользу любви. А поскольку никто кроме Ванессы не знал, где находится Абигейл, ее бы посчитали пропавшей без вести, какой она и предстает нам в клипе Begin Again. I am the long-lost princess, heir to the throne of the Nether King. Это лишь концепт всей истории, но учитывая все каноничные и измененные данные, это единственное верное объяснение тому, почему первым истинным королем Незера является Глутон, не имеющий родственных связей с родом Кристофер, но при этом Абигейл Кристофер является законной наследницей истинного короля Незера. А теперь, зная все это, вернемся к повествованию данного клипа. Ведьму сожгли. Хорошо горит. И после этого Варет собрала своих лучших воинов, видимо для того, чтобы толкать речь о том, какие ее солдаты молодцы. Убили еще одну беззащитную, то есть поганую ведьму. И на сегодня могут быть свободны. Но при этом должны сохранять бдительность. Тем временем Белла с Абигейл обратились в местную библиотеку, которой почему-то заведует Ванесса, чтобы взять какую-то книгу. Что за книга, непонятно. Вообще, я изначально подумал, что это колдовской гримуар с рецептами целебных зелий или еды, в котором написан способ создания золотых яблок, благодаря которым Белла хотела ослабить боль от проклятия Стива. Но, увы, это не так, ведь было неоднократно сказано, что Белла не знала о проклятии мужа. С другой стороны, это может быть книга кулинарных рецептов, ведь позднее Белла испекла тортик для семейного ужина, а может вообще сборник сказок и легенд, из которого Абигейл узнала о существовании Ланса. Но, учитывая, что Белла увлекается геологией, а также любит проводить время в пещерах со Стивом, то будем считать, что это была книга о различных минералах. Возможно, это книга конкретно о золоте, и ее написала Ванесса, взяв интервью у лучших добытчиков золота, у пиглинов. К слову, позади Беллы проходит носатый житель, одеяние которого очень напоминает форму кузнеца. Да, в Грейхфилде жили не только обычные люди, но и вот такие носатики. Один даже был на службе Вичбейна. Видимо, здесь был показан изготовитель оружия, непосредственно для охотников, и он искал книгу о том, как лучше обрабатывать материалы для ковки оружия. Ну или это просто мой СПГС немного шалит. В общем, взяв у Ванессы книгу, Белла и Абигейл отправились домой, чтобы испечь торт, ну и пообедать перед важным походом в шахты. Там они встретились со Стивом, который был явно расстроен сожжением ведьмы, из-за чего и его проклятие не давало ему покоя. Такое чувство, что Херобрин хотел вырваться и переубивать всех охотников, но Стив подавлял проклятие и не давал выйти до самого конца, потому что понимал, чем это может закончиться. При всем этом, Белла явно заметила, что с супругом что-то не так, но Стив отмолчался, и Белла решила не придавать этому значения. Дружно покушав и взяв необходимое оборудование, все трое пошли в Азалевую шахту, где Стив накопал руды, а Белла, будучи любопытным геологом, изучала добытые фрагменты. И да, изначально я надеялся, что персонажи наткнутся на Азалию в этих пещерах. Но, увы, Грейфхилд переехал из болот в пустоши нежити, и там
там Азалия обитать не может. Хотя, было бы логично, если бы она, как и Ланс, являлись бы изначальной целью Витчбейна. Под вечер семья Стива возвращалась домой с добычей, но была встречена парочкой грабителей. И кто бы что ни говорил, но от этой сцены источается очень сильный вайб работ Джеффикса. При этом, учитывая то, насколько это клишированный момент, не думаю, что Рейн вдохновлялся именно его клипом. И нет, я не хочу сказать, что раз это клише, это плохой сюжетный ход. Он все еще работает, просто немного поднадоел. Грабителями являются Свен Хардейкер и его напарник Гуна. Ходят слухи, что Свен, как и Кейн, был родом из города Пилджеров, где обучился большинству приемчиков, включая навыки алхимии. Только вот странно, что за это он не был сожжен витчбейновцами. Алхимия — это же тоже магия. Ну да ладно, жизнь его уже наказала. Как и его приятеля Гуна, который очень сильно пожалел, что пригрозил Белли топориком. Понятное дело, ведь Стив является шахтером, и силы и сноровки ему не занимать. Его основное занятие — физический труд, добыча и перенос тяжелых ресурсов. Поэтому он не только с легкостью тянет деревянную тележку, набитую золотом, и стоящей на ней дочерью. Так что неудивительно, что он смог не только заблокировать удар топора, но и в дальнейшем противостоять опытным мечникам Витчбейна. В общем, Стив заступился за жену, Свен увидел, что Гуна его не вывозит, стрельнул Стива из своего арбалета, Стив потерял контроль над Херобрином и выпустил его, тем самым сильно напугав своих близких, стрелка, а также убив чувака с топором. На шум сбежались витчбейнцы, и вместо того, чтобы арестовать грабителя, они арестовали Стива. Почему? Сейчас объясню. Они не видели того, что здесь произошло. Они лишь увидели труп и стоящего рядом с ним Стива, чья кирка должна была быть испачкана кровью, но, видимо, молния и ее смыла. Он находился ближе всех к трупу. Логично, что стража и арестовала его как главного подозреваемого. А уже потом на место преступления прибыли высокопоставленные воины. Арестом же занимался безымянный персонаж, который владеет глифой, подобный тем, который в будущем будет использовать Патрик. И то ли это его местный учитель, то ли просто занятное совпадение. А также к аресту был причастен Джордан. Это один из командиров Витчбейна, очень сильно напоминающий фростборнского командира Агату из нынешних событий. Черт, он даже носит алмазный двуручник. Но, увы, авторы подтвердили, что они не родственники. И это просто совпадение. А еще во время ареста можно было увидеть очень забавного воина с красным оттенком кожи. Рейн сказал, что это случилось из-за косяка освещения, но даже я не представляю, как именно нужно накосячить, чтобы скин вот так перекрасился. Но да ладно. В общем, Джордан определил, что бандит был убит магией, и всем стало как-то наплевать на то, что Стив является жертвой нападения. И в данном случае защищал себя и своих близких. Он колдун, а значит его нужно убить. Стив же даже не стал сопротивляться, и чтобы защитить своих близких от гнева охотников, добровольно отправился навстречу смерти. И вот, собрав как можно больше свидетелей, Варет и Энки Аякс повели Стива за пределы города, дабы там отрубить ему голову. Чтобы было меньше крови, на голову Стива нацепили мешок. И Энки уже готовился отрубить Херобрину башку на потеху толпе, как вдруг из-за стрессовости ситуации Херобрин вышел на свободу и, призвав с небес молнию, отгородил от себя врагов. Гражданские поняли, что дело пахнет жареным, и свалили в город, в то время как вооруженные охранники приковали их отход. Когда все свалили, охотники попытались окружить Херобрина и совместно его атаковать. Началась весьма эпичная битва, в которой Херобрин раскидал нападающих по сторонам. Досталась и Варет, которую тот отправил в далекий полет. Дальнейшая ее судьба неизвестна. Выжила ли она? Ну, для нее, в отличие от ее парня, шансы есть, пускай и небольшие. Учитывая, что она не вернулась в Грейфилд и ее не было среди армии Херобрина в концовке клипа, скорее всего, на этот момент она была без сознания и очнулась лишь после того, как город был уничтожен. Если ей повезло и ее не сожрали, то она может прийти в ближайшее поселение, которым является город Пилджеров, но учитывая, что местные жители торгуют магическими существами, а среди них явно присутствует маги, то это было бы с ее стороны слишком лицемерным шагом. С другой стороны, мы же не знаем, с каких времен Пилджерам стала доступна магия, подобная магии Клауса. Ходят слухи, что он учился у вызывателей, а значит и может реформировать свой город лишь в будущем. Да и не факт, что он сейчас является предводителем своей фракции. Поэтому вряд ли между витчбейновцами и пилджерами вообще была какая-то вражда. И поэтому Варет смогла бы пойти на столь радикальный шаг. Хотя на их противостояние я бы глянул. Особенно учитывая, что сожженная ведьма очень сильно напоминает среднестатистического пилджера. В общем, шансы на выживание есть, но они крайне малы. Да и как бы то ни было, если она и выжила, но продолжила охотиться на
на магов, путь в могилу ей открыт. И она, скорее всего, умерла бы за те 14 лет, пока Херобрин наращивал свою мощь. К слову, о мощи Херобрина. На это сражение он потратил столько сил, что от переутомления вырубился и пролежал до самого утра в окружении трупов. Немного странно от того, что за это время его никто не добил. Хотя, с другой стороны, кто в здравом уме пойдет ночью в темный лес, где тебя в любой момент могут убить? И где обитает существо, способное выкосить целую армию? Плюс к этому, даже если охотники и отправились на поиски, чтобы отыскать Варет и других воинов, они попросту могли не знать, где их искать, и поэтому не наткнулись на данное место. Да, в город могли вернуться те жители, которые бежали с места казни, но они же обычные гражданские. Не факт, что они ориентируются на местности, и не факт, что из-за испытанного страха они запомнили путь назад и смогли бы назвать точный маршрут. Не факт, что они даже добрались до города и не были добиты Херобрином за кадром, так что на них полагаться не стоит. К слову говоря, об оставшихся в городе. В тот момент, когда Стива арестовывали, тот крикнул семье бежать прочь. В это же время Белли и Абигейл присоединилась и Ванесса, которая и поможет организовать для Кристоферов побег. Переговорив с сестрой о случившемся и ожидая, что охотники рано или поздно придут и по их душу, Белла попросила Ванессу увести свою дочь подальше от Грейфхолда, дабы уберечь ее жизнь. Сама Белла осталась, чтобы задержать охотников и выиграть время для побега. Но, как оказалось в дальнейшем, даже этого не хватило, поскольку витчбейновцы все же догнали Ванессу в пустошах нежити. Скорее всего, если бы она не осталась, Ванесса и Абигейл были бы уже пойманы. Вопрос в том, почему Ванесса не могла применить магию звезды гораздо раньше, чтобы спасти себя и свою сестру и племянницу. Ну, есть пару вариантов. Либо она экономила силы, так как использование звезды предположительно тратит много жизненной энергии и может утомить так же, как использование кристаллов. Либо ее родственники не были посвящены в то, чем Ванесса занимается, и она до конца не хотела демонстрировать и раскрывать свои способности перед семьей. Либо она таким необычным способом просто заметала следы. Кто в здравом уме будет пытаться отправиться в Незер через портал, который был открыт так далеко от города, лишь чтобы убить пару дам, верно? А вот если бы это случилось в городе, погоня за Кристоферами стала бы неизбежным, хоть и не совсем разумным шагом. И да, хочется сразу отметить, что Ванесса использовала ту самую звезду, которую в дальнейшем и передаст Абигейл, когда перевезет свою племянницу из Незера в Глейшерфорд. Теперь мы точно знаем, что использование звезд дает доступ к портальной магии. Значит ли это, что Абигейл сама для себя открыла портал в событиях Just So You Know? Скорее всего, да. Ну а как итоговый вариант действий Ванессы и Беллы, можно сойтись на том, что у сестер была договоренность поступить именно так, как они и поступили. В противном случае побег бы мог провалиться, и всю семью Кристоферов бы постигла участь Беллы. Я не совсем понимаю почему, но сестры явно воспринимали воинов Витчбейна как угрозу. Раз даже Ванесса, будучи персонажем, который способен одолеть Вардена, решила не рисковать жизнью племянницы и не вступать в бой с преследователями, а просто свалила с ней в Незер, хотя наверняка была способна набить им их носы. Белла же, смирившись с тем, что больше не увидит своих близких, принесла себя в жертву и решила отвлечь охотников на себя, дабы ее дочь жила дальше. Плюс к этому Белла могла остаться в качестве моральной поддержки для Стива, и если бы тот окончательно вышел из себя, ее присутствие помогло бы охотникам успокоить проклятие. Но вместо этого витчбейнцы, узнав о том, что их лидеры не вернулись, решили отыграться на беззащитной девушке и преподать урок тем, кто также мог быть связан с укрытием магов, наплевав на тот факт, что Белла даже не была посвящена в тайну Стива. Ведь нельзя верить тем, кто икшается с магами, да? С магами и их родственниками. Якшаться против моих правил. Из-за меня правилам изменять не стоит. Вскоре, как и предполагалось, в ее дом ворвался Джордан на пару с юным Патриком. Я извиняюсь. Белла же встретила гостей со спокойствием на лице. И я не уверен, она там выпила пару бутыльков яда или это было простое вино. Учитывая, что она знала о том, что ее казнят, вариант с ядом нельзя исключать. В итоге Беллу казнили за кадром путем повешения, а рядом с висящим трупом прибили табличку с надписью «Предатель». Видимо, в назидание другим жителям Грейфхолда. Ходят слухи, что ее сначала планировали сжечь, как и обычно поступали с другими ведьмами. Однако, поскольку та являлась наполовину Незеркином, она тупо не могла загореться в костре, как и сброшенная в лаву Абигейл. Да,
Это не совсем так работает, леди, простите. И поэтому охотники и решили применить к ней такой примитивный, но эффективный способ убийства. Боже, о чем я здесь говорю? В общем, плюс труп, плюс табличка с надписью «Предатель», плюс еще одна бессонная ночь и минус один мешок с весьма прочной веревкой. На утро же в лесу в окружении трупов очнулся Стив и знатно так офигел от того, что произошло прошлой ночью. Он явно не помнил о том, что конкретно произошло. Но, осмотревшись вокруг и увидев мертвые тела, быстро понял, что здесь случилось. И, осознав этот факт, побежал искать своих близких. Но до города ему не было суждено добежать, поскольку уже на подходе к нему Стив увидел табличку, поставленную вичбейновцами, а также труп жены, висящий на ветке дерева. Как так вышло, что Стив не заметил висящее тело до того, как подошел и прочел табличку? Все просто. Никто из нас не знает, как действует проклятие Херобрина на зрение носителя. Возможно, оно его ухудшает. Плюс к этому Белла была одета в коричневое платье, которое очень хорошо сливается с цветом дуба, на котором ее и повесили. Думаю, излишне говорить что-то еще. В общем, увидев перед собой столь ужасное зрелище, Стив осознал, что потерял все, что любил, и, обвинив в этом себя и жестокий мир, решил мстить жителям Грейфхолда. И тут непонятно, то ли Стив намеренно выпустил Херобрина, чтобы при поддержке проклятия разобраться с Вичбейном, то ли он полностью потерял над ним контроль и был поглощен проклятием. Скорее второе, учитывая, что он останется Херобрином до самой смерти и даже приведет зомби в заснеженные регионы спустя 14 лет после инцидента. Не думаю, что сам Стив допустил бы подобное, учитывая, что и у него когда-то была семья. Но злые люди разбили его сердце, и за годы, проведенные в компании нежити, он сумел найти себе новую семью в их лице. И да, при просмотре клипа у многих возник вопрос, почему же Стив и Абигейл не узнали друг друга, когда встретились в The Struggle спустя 14 лет разлуки? Потому что прошло много времени. К тому же, к этому моменту Херобрин уже полностью захватил и развратил разум Стива. Примерно так же, как звезда Незера сделала с Абигейл. Поэтому он и не узнал свою дочь. К тому же, он даже и не подозревал, что Абигейл пережила ту злосчастную ночь. И был уверен, что ее тоже убили. Поэтому так и отчаялся. Быть может, в дальнейшем он и попытался найти свою дочь. Или хотя бы ее останки. Но учитывая, что Вичбейн предпочитает сжигать своих жертв, это бы не имело смысла. Найти нужный пепел, который даже ветер мог разнести, еще нужно постараться. И да, Абигейл тоже частично Незеркин, но Стив-то об этом не знал. Что же касается Абигейл, то на момент последней встречи с отцом ей было не более 5 лет. И логично, что она может и не помнить лица своих родителей. А учитывая, что дети стараются выбросить из головы травмирующий опыт, становится понятно, почему она не узнала в Херобрине Стива. И более того, нет никаких факторов, доказывающих, что Абигейл вообще видела своего отца в событиях The Struggle. Она ни разу не пересекалась с ним взглядом. И даже когда приковала Рейна от зомби, стояла к Херобрину спиной. К тому же эта сцена перестала быть каноничной, со слов автора. А уж про ее отравленное состояние во времена Via the Danger я вообще молчу. Что же до Херобрина, то мне приятно считать, что в нем еще осталась частица души Стива. И именно она провожала Абигейл взглядом и позволила ей ускользнуть. А также именно она заставила Херобрина застыть в ужасе перед явлением Церис в Goodbye и смириться с настигнувшим его поражением. Но, увы, это всего лишь еще одна хорошая теория, которой не суждено сбыться. Ее опроверг даже автор. В общем, Херобрин взял верх над Стивом, ворвался в Грейфхолд, чем знатно напугал гражданское население, набил Патрику шрам на лице, да и в целом посеял там хаос. Конечно, оставшееся командование в лице Джордана подняло по тревоге армию Вичбейна, чтобы попытаться защитить безоружных людей. Однако это не сильно помогло. Херобрин без особых усилий расправился со всеми бойцами с помощью своей магии. И теперь, полагаю, стоит поговорить именно о ней. Помимо того, что проклятие дает носителю повышенную силу, реакцию, скорость и выносливость, оно позволяет носителю создавать молнии разного назначения. И да, я слышал много недовольств касательно того, что Херобрин в событиях других клипов показан каким-то слабым, даже в сравнении с тем же Наеусом. Но этому есть логичное обоснование. Тут чистая математика. Смотрите, у Херобрина есть определенный запас магических сил, который он тратит на разные навыки. Условно, можно призвать молнию вокруг себя, тем самым поражая ею пространство. Можно зарядить молнией оружие, тем самым усилив сам инструмент и сделав его дальнобойным. А можно самому стать как молния и телепортироваться на небольшое расстояние. Конечно же, молнией можно зарядить трупы людей, и они станут ходячими мертвецами. Но это уже больше некромантия, чем электромантия. И вот вместо того, чтобы тратить свой запас магии на равномерную прокачку разных умений, Херобрин вложил все в
навык подчинения и управления нежитью. И более того, этот навык действует у него на протяжении всей его жизни. Просто в фоновом режиме. Он же не хочет, чтобы зомби его сожрали, а значит должен постоянно внушать им, что он их предводитель. И даже если предположить, что он тратит на одного зомби 100-ую долю своей силы, то, учитывая масштабы его армии, неудивительно, что он не может призывать молнии, как в былые времена. Да, он буквально потратил весь свой потенциал на управление ордами живых трупов. Глупо ли это? Ну, как сказать. Осада Глейшерфорда доказала эффективность и показала, что данная тактика имеет смысл. Херобрин же не ожидал, что против него будут действовать кто-то, кроме обычных людишек. А значит, и не было смысла тратить силы на призыв молнии, тем самым уменьшая размеры своей армии. Конечно, Херобрин рассчитывал на то, что он встретится даже с наблюдателями Эндера, но это скорее было пафосное самовнушение, учитывая, что он ни разу и не встречал магов Эндера, и точно не знал их уровень мощи. А так, способность контролировать нежить в сражении с обычными людишками — это лучший способ борьбы. Пусть куклы делают свое дело, пока Херобрин будет чилить. Херобрин даже отказался от магии воскрешения, хотя на момент Демонс он обладал такой силой, потому что и сами зомби хорошо справляются с превращением убитых в армию трупов. Более того, это его индивидуальное умение, и ни Наеус, ни его дочь не смогут повторить подобный трюк. В всяком случае, не в таких же масштабах. Если говорить конкретно о Абигейл, то она тоже владеет электромантией, и ее персональным навыком является возможность призыва молниеносного оружия по типу лука в I Try Today. Про персональные навыки для Наеуса сказать сложно, но учитывая, что он научился вызывать новый тип молний, красную молнию, можно считать, что это тоже его индивидуальное умение. Что ж, в таком случае будем ждать сражения Абигейл и Наеуса. Учитывая, что они оба фактически являются преемниками силы Херобрина, это будет логично. И я знаю, многие хотели бы видеть воскрешение Херобрина, но пока что отрубание головы — это тот способ убийства, при котором погибшего нельзя воскресить. Ого, даже витчбейновцы об этом знали. Но что, если в будущем у нас будет возможность увидеть хотя бы призрака нашего любимчика? Судите сами. Абигейл олицетворяет своего отца, Стива, всю его любовь, заботу, теплоту души, в то время как Наеус олицетворяет Херобрина, ненависть, равнодушие, внутренний холод. И кто знает, что будет, если олицетворение Херобрина и Стива встретятся возле могущественных артефактов по типу Кристалла и Верховной Звезды. Увидим ли мы призрака Стива, который защищает свою дочь от врага? Это загадка, которую нам еще предстоит разгадать. По итогу битвы Херобрин добивает последних бойцов, воскрешает их в виде зомби и уходит прочь из города, уводя с собой свою новообретенную армию. Те, кто не успел удрать, были также обращены в зомби. Досталось даже Свену. Видимо, в этом мире существует карма. А одним из немногих, кому удалось спастись, стал юный Патрик. И я слышал, что некоторые разочаровались в Патрике, мол, он злодей, который истреблял ведьм. Но люди, камон, ему было не больше 16 лет. Он просто наивный ребенок, верящий идеалам старшего поколения. Я уже говорил об этом в начале данного ролика. И вот в чем фишка. Он, как и Вара, увидел в детстве то, чем опасны маги, и магия в целом. Однако, в отличие от нее, он не озлобился на них, потому что не стал судить всех колдунов лишь по одному примеру. И спустя много лет даже стал с ними сотрудничать. Возможно, после спасения из Грейвхолда Патрик долго бродил по юго-востоку Оверворлда, где был спасен от зомби каким-нибудь чародеем. Тем самым понял бы, что жизнь не делится на черное и белое. Мир не разделен на хороших и плохих, в каждом есть и светлая, и темная сторона. Главное в том, какую ты выбрал сторону. Это определяет все. И нет, это не могла быть Стелла, так как она и Абигейл ровесницы. А вот кто-нибудь другой из Ковина магов. Интересно, а Гвен все еще жива на данный момент? Ну да ладно. Суть в том, что по итогу своего путешествия Патрика занесло на северо-запад, к форсборнским территориям. Там паренька нашел сэр Тео, приютил, вырастил, воспитал и в итоге сделал своим преемником. И уже спустя 14 лет после данного инцидента, когда у самого Патрика появился ученик, бывший бандит Дэрил, которого тот также приютил, обучил и выставил на правильный путь, прямо как сэр Тео, до Фростборна доходят слухи о возвращении Херобрина и нападении на Глейшерфорд. Откуда информация попала в руки глав фракций? Непонятно. Либо у них хорошая разведка, либо кто-то из Глейшерфорда передал им эти сведения. В конце концов, выживших было гораздо больше, чем только лишь отряд Рейна. Так что это одно из сведений, которые не так уж и сложно было заполучить. Но мне нравится думать, что персонаж из клипа One of a Kind, Кайл, является одним из тех, кто пережил падение Грейвхолда, переехал в Глейшерфорд, понял, что история повторяется, и именно он был тем, кто отправил послание сэру Тео. А тот уже
же выслал на разведку Патрика с учеником Дэрилом. В итоге Патрик сумеет найти себе еще одного преемника в лице Рейна, Которого он также тренировал, готовил к предстоящим сражениям и сделал все возможное, чтобы Рейн, как Варет, не озлобился на магов и магию. Ну и понятное дело, что Патрик не единственный, кому удалось спастись из Грейфхолда. К примеру, всадники, которые преследовали Ванессу и Абигейл в пустошах нежити, также выжили за счет того, что были так далеко от Грейфхолда. Конечно, возможно, их тоже сожрут, но это не точно, учитывая, что они ездят верхом на конях. Интересно, если Варет действительно выжила, Какова вероятность, что эти двое встретятся с ней и в дальнейшем будут преследовать Херобрина. Ну да ладно. Теперь стоит поговорить о дальнейшем развитии Херобрина. Куда он пошел, чем занимался на протяжении 14 лет, и на все это нет официального ответа. Что ж, тогда будем строить догадки. Поскольку в событиях первого сезона Херобрин сотрудничает с Ордой Незера, очевидно, что за 14 лет он заводил полезные связи и собирал вокруг себя сторонников. Каким-то образом он познакомился с Блэкбоуном и завербовал его на роль командира. Также ходят слухи, что Херобрин успел познакомиться и с Наеусом, а с учетом того, что даже король Глуттон считался с просьбами Херобрина, он явно сумел зарекомендовать себя в рядах королевского окружения. Пытался ли Херобрин захватить другие регионы Оверворлда за этот период? Ну, официальные источники говорят, что он вел войну против всех людей на протяжении 14 лет. Его нежить проводила ночи, терроризируя деревни, а дни прячась от солнца в пещерах. В итоге за этот период времени Херобрин понял, что такая тактика не особо эффективна, и отправился в западные заснеженные биомы, так как холодный климат гарантировал, что его воины не сгорят под солнечными лучами. Разумеется, за это время он посетил и другие регионы, в том числе Ковен, а город пилджеров он то ли отказался захватывать, потому что понял, что их цивилизация не стоит затраченных усилий, то ли эти насатики сумели отбиться от его атак. Но обсуждение этого не имеет смысла, потому что сам клип уже давно завершился, а дальнейшая судьба Херобрина нам уже известна. Он мертв и вряд ли будет возвращен к жизни, разве что только в виде духа прошлого или воплощения Стива. Ну да и фиг с ним. Теперь поговорим в целом о клипе. Вообще, нужен ли он был? Ну, разумеется. Он ответил на часть вопросов, на которые уже много лет должен был быть дан ответ. Понравился ли он мне? Ну, честно говоря, не сильно. Он неплохой, но и хорошим я его не могу назвать. Графон нормальный, но этот вечный туман меня убивает. В ригах нет ничего сверхординарного или уникального. Оружие тоже стандартное. Локация прикольная. Отдельная благодарность билдерам с майнкрафтского сервера Рейна. Лор здесь важный, и его даже больше, чем в первой серии 4 сезона. А что касается песни, то она на любителя. Она идеально вписывается в атмосферу, передает всю суть Херобрина, но она очень скучная. В ней есть динамика, но она проявляется лишь по окончанию припева. А до припева, как говорится, еще нужно дослушать, при этом не нажав кнопку пропуска. Своим стилем Демонс сильно напоминает SV Foul. Но тот трек был ремиксом, да и вышел гораздо позднее. А здесь же полноценный релиз. Вот честно скажу, Broken, Waiting и Heart of Mine для меня звучат в разы лучше, чем Demons, хоть и выполнены в схожей стилистике. Но Poison явно ни один из треков не переплюнет. Однако и в Demons тоже есть доля вайба. Сам трек посвящен борьбе с демонами. И хоть по тексту это сложно понять, так гласит его описание. Какой-то глубокий смысл в песне сложно найти, разве что следующий. Даже если в твоей жизни творится какая-то дичь, не стоит делать поспешные выводы, принимать эмоциональные решения и терять самоконтроль. А стоит полагаться на близких, которые всегда поддержат и подадут руку помощи. Сложно переводимые моменты в треке тоже присутствуют. Чего говорить об идиомах по типу Мистер Рейджер, обозначающий дикого и непредсказуемого человека, а также Джекил и Хайд, говорящий о раздвоении личности. Если мы говорим о заделах на будущие эпизоды, то очевидно, поскольку в таймлайне образуется пустота, во время которой Херобрин не проявлял активность, ее должны будут заполнить различными филлерами, продолжающими его предысторию. Но мы вряд ли увидим ее в ближайшие годы, так как Рейн явно будет занят более важными вещами. Ему еще нужно закончить 4 сезон Fractures, да и работу над приквелами Войны Эндерских Королевств нужно продолжать. А мертвый чувак уж точно не будет стоять в приоритете наравне с этими проектами. Да и мы уже знаем, что следующим клипом после релиза Demons станет продолжение основного сюжета, так что просто будем ждать новостей. Ну а на этом у меня все. Спасибо всем за просмотр данного видео, всем удачи, всем пока. До новых встреч. Увидимся когда-нибудь завтра. Пока! Мне бы просто все забыть, раствориться
чем дело, охотничек? Никогда настоящих демонов не видел.